И снова я рада приветствовать вас на своем канале. Сейчас хочу очень коротко рассказать о том, что здесь происходит в последнее время. А последнее время по пятницам мы говорим о физиогномике или как понять особенности черт характера человека по его чертам лица. Смотрите, последние пару видео были посвящены форме бороды на лице у мужчины. У меня вот здесь есть такой символ такой гном бородатый. Это символ нашей последней темы. Поэтому, кто об этом не знает или что-то пропустил, или кто со мной не знаком, пожалуйста, по пятницам у нас здесь физиогномика. Меня зовут Лизавета Царькова-Голофаст, я практикующий физиогномист, я читаю лица, составляю психологические портреты личности и консультирую как индивидуально, так и пары. Все в онлайне, очень удобно. Да, из любой точки мира, пожалуйста, можете ко мне за этим обращаться. А также я тренер по гимнастике для лица и автор оригинального, моего авторского курса «Опасные мужчины». Вот здесь женщины могут полюбопытствовать, что он из себя представляет, можно попасть на обучение. Так, что мы уже прошли? Значит, в первом занятии по бородам мы прошли вот такую форму бороды, вот такую. Сейчас здесь появится ссылочка, вы можете сходить туда посмотреть. Очень популярная тема оказалась. Также мы прошли тему эспаньолка, да, вот такая форма бороды, усы с бородой вместе. Вот здесь можете полюбопытствовать, конечно же, обязательно сделайте это, для того, чтобы вы понимали вообще, о чем идет речь. У нас на будущее запланировано такой анонс борода мудреца, вот здесь вот, да. Это мы через неделю вернемся к этой теме, рассмотрим ее обязательно. Вот. А сегодня у нас по плану шкиперская бородка. Шкиперская бородка, да, там, где борода, вот обратите внимание, это очень важно, усов вообще нет, лицо вообще может быть чистое, могут быть волосы, лысина, неважно. Но по нижней челюсти идет борода, то есть она бреется специальным образом, чтобы это было эстетично, конечно же. И у нее есть, конечно же, вполне конкретное значение. Значит, примеры такой бороды, где растительность оставлена специально, целенаправленно по нижней челюсти, мы можем увидеть у Авраама Линкольна, 16-й президент Соединенных Штатов. Я понимаю, что это картинка, но тем не менее схематично вы поймете, о чем речь. Также это очень распространенный образ моряков. И я сейчас скажу, почему. То есть здесь нет секрета, все логично, все объяснимо и все очень понятно. А теперь это будет понятно еще и для вас. Также у нас есть Бригам Янг, это богослов, то есть это человек, который с религиозным уклоном, и тоже эта форма бороды здесь не просто так. Собственно, множество религиозных последователей, скажем так, особенно на Востоке, они носят вот только одну бороду. И давайте с вами вернемся к значению. С точки зрения физиогномики, что означает густая растительность на нижней челюсти? Нижняя челюсть – это наша армия. Возвращаемся к теории. У меня в ленте очень много этих тем по физиогномике. Значит, вспоминаем. Лоб. Лоб – это зона сознания, там, где мы принимаем решения, и также зона, где мы боимся, сомневаемся. Но там, где мы принимаем решения, простраиваем алгоритмы, думаем. Вот. Центральная зона лица между бровью и верхней губой – это у нас зона разведки или зона общения, или интуитивная зона, потому что на ней расположены органы интуиции. Вот. И нижняя челюсть – это наша армия, это ударность, это то, чем мы действуем. Понимаете? Вот чем вот нижняя часть показывает, насколько мы способны быть деятельными. Так вот, если вы видите у мужчины форму бороды, вот форма шкиперская бородка, это говорит о том, что он усиливает свою мощность, усиливает свою способность действовать, но не ради своих эго-амбиций, а ради какой-то другой цели, которая поставлена ему либо командованием, как в случае с моряками, да, либо религиозными лидерами, как в случае, да, с Бригам Янгом, фото которого мы только что посмотрели. То есть, иными словами, человек соглашается на то, чтобы играть, принять правила системы, принять чужие правила, по которым он согласен играть.
Вот понятно? То есть здесь речь о эго-амбициях не идет вообще. То есть человек принимает чужие правила, и он играет по чужим правилам. И все свои усилия, а он себя усиливает, все свои усилия он направляет осознанно, да, потому что это его решение, осознанно на достижение целей команды, на достижение результата команды. Корабль. Есть есть капитан, есть моряки. Моряки подчиняются. Моряки подчиняются. Все работают на благо команды. Религиозная община. Ну, здесь, вы понимаете, да, все понятно. Люди работают не ради какой-то собственных целей, а ради целей организации, ради целей общины, ради идеи. Вот, то есть, это понятно, да? Человек, который хочет достигать своей личной цели, он будет проявляться иначе, и у него на лице это также будет написано. Но в данном случае это человек, который согласился усилить себя и все свои силы бросить на достижение целей других, да, поставленных либо от руководства, либо от лидеров. С этим понятно? Все очень просто. Я, как всегда, предлагаю вам посмотреть вокруг себя по сторонам и понаблюдать за тем, какую форму ворот носят ваши друзья, близкие, возможно, это кто-то из ваших родственников. Вот понаблюдайте. И вы можете аккуратненько позадавать вопросы, да, ради чего человек вообще живет и работает. Я вам скажу так, по моему опыту наблюдений, это явление временное. Есть исполнители, которые всю жизнь работают на благо команды, они получают хорошие деньги, да, какую-то хорошую компенсацию за это. То есть это не хорошо и не плохо. Но есть люди, которые в исполнителях ходят всю жизнь, а есть люди, у которых вот это состояние, оно временное. Человек поступил на службу, отработал кусочек, отработал проект под чьим-то командованием, на чьи-то интересы и вышел из него, пошел заниматься своей жизнью. Такие случаи тоже возможны. Жду вашу обратную связь, а мы обязательно с вами встретимся для того, чтобы через неделю поговорить о оборотке мудреца. Желаю всем прекрасных выходных. Приглашайте своих друзей и подписывайтесь на мой канал.